Итак, всем доброй ночи. Я прождала, чтобы все собрались. Привет, Ян. Ничего лишнего нет на столе, только все то, что нужно для работы сегодня с вами. Но остальное еще подведу. Итак, дорогие друзья, еще раз говорю, что онлайн-чистки – это, можно сказать, коллективная работа. Это работа вместе с ведьмой, под ее руководством, где-то пропитанной ее силой. Онлайн-чистки не бывает вот так сидеть и настраивать кого-то там на удачу, чистить, помогать. Это все смешно. Чистка онлайн означает, что человек, как в древние времена, имея силу, собирала людей вокруг себя, и вместе с ней они, повторяясь за ней, делая, как она говорит, соединяли общие свои силы и помогали друг другу, очищали. Сейчас у нас огромный круг со всех стран, со всех городов. И это говорит о том, что если такое огромное количество людей в одно и то же время повторяет одни и те же слова, то, естественно, эти чистки имеют больше результативности и больше силы. Теперь, что я хочу вам сказать. Так, забыла. Да, после вчерашней чистки многие написали, что у них поменялось состояние, что им стало легче, им стало лучше. У некоторых даже застарелые болезни стали как бы проходить и прочее. Это значит, что действительно вот этот ведьмин круг, который я создаю с вами вместе, он срабатывает. Представьте, вот столько тысяч человек, доброй ночи, столько тысяч человек в в одно и то же время, да, призывают эти силы. Естественно, что они будут сильнее. Потом, почему я начинаю делать эти чистки? Потому что, ну, устала я от того, как дурят народ. Мне это на нервы действует, если честно. Кроме всего прочего, хочу вам сказать, что, понимаете, как показать это одно, подарить это другое. Иногда люди как бы боятся делать, иногда не решаются, иногда не знают, как это лучше сделать. А вот это хороший повод собраться всем вместе и, как вам сказать, заставить вас всех действительно взять и сделать. Уже реально делать, а не просто говорить: я вот делаю, я провожу, не получается. Нет, взять и сделать. Итак, вот это камень, правда, он не округлой формы, как тогда. Вот сейчас у меня попался камень. Если вы уже рисовали глаз, это хорошо. Привет, Илон. Если вы не рисовали, это хорошо, а я вот еще пока не рисовал. То есть, если вы рисовали, кто не рисовал, начинаем рисовать глаз. Просто обычный глаз. Я вот даже думаю, как лучше сделать, с какой стороны, чтобы лучше капать. Вот так, наверное, да. Успокойся, Пуся. Это у нас многодетные тут вечно плачут и орут. Да, Пуся, ну давай уже. А. Ты мне уже достал, реально. Ну, сейчас они зайдут домой, и все. Пока вы собираетесь, готовитесь, товарищи, помните, да, вам нужно емкость с водой, благовоние, некоторое количество свечей для освещения и за мной повторять. Сегодня мы не будем делать новые, мы будем делать уже знакомые вам сильные чистки в основном. Я так думаю, что так лучше, чтобы потом люди не теряли эти чистки, не искали, где там они и что, потому что название-то онлайн, и название чисток пропадет. Я буду выкладывать эти чистки отдельно, а потом вместе с вами будем делать эти чистки. Итак, я пока читаю.
Да, сегодня мне розы вот привезли еще красивые. Человек из Лос-Анджелеса отправила. Я говорила про нее. Спасибо всем, кто мне эти красивые, необычные подарки отправляет. На почту что-то еще поступило, но мне пришло уведомление, но я пока еще там не была. Я не успеваю. Не знаю, завтра успею или нет. Вот, правильно. Да. Рукоделием занимаюсь. Рисую глаз. Сейчас посмотрим, много ли на мне глаза черного, завистливого. От черной зависти. Будем делать, дорогие друзья. Я просто жду, пока все соберутся, и время коротаю заодно. Ой, да какой там художницы, господи. Так, рисовака. А художниц тут даже разговора нет. В детстве любила рисовать, но не продолжила я это. В общем, вот так вот. Смотрит на нас завистливый глаз. Берем 3 свечи. Я один черный взяла, потому что на мне более черный глаз, чем на вас. Уверена. И 3 обычные. Здравствуйте. Я надеюсь, вы сказали родным и близким, которые хотели тоже поучаствовать, чтобы они знали. Вот. Проведете, Марина, завтра. Ничего страшного, завтра проведете. Я же говорю, те, кто не успел, может потом остановить и провести. Главное, чтобы камера выдержала этого натиска, потому что обычно такой сильный натиск. Да, еще картон подложите, вот так вот, как я делаю. Вот. Картон. Потому что у вас будет лететь воск. И жалко, что у вас все это к чертовой матери испачкается. Я уже объяснила, можно и завтра, и послезавтра, и через месяц. Объявление о прямом эфире я удалю, чтобы не было вопросов, когда будет, чего. Все, я на сегодняшний день это сделала, я, естественно, удалю. Итак, надеюсь, все готовы. Все, подготовили? И начинаем. Сергей Пустовой. Если продолжишь эту хрень, улетишь в черный список. Это все, что я хотела сказать. Начали. Зажигаем свечи. Яна, она просто перепутала, Светлана. Это нормальный человек. Она просто, видимо, не туда нажала, и буквы написали то, что не надо. Капаем на свечу. Начали. Оля Якши и черт-рыцарь придет, покружит, на алтарь сядет. Мне в подмогу поспешит к моему порогу. Черной ночью черный глаз колю, воск жгучий на глаз завистливый лью. Черная зависть, ненависть недругов, соберись воедино. Лейся через воск на камень алатырь. Под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть. Ой, я людское зло. Сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни глаз злобный. И сохни, завистник, зачахни и сдохни.
злой ненавистник. Черной ночью воск плачет, восковой слезой зависть черная чахнет и сохнет, а завистник и сдохнет. Иди воском, и сжарься огнем, иди под камень алатырь. Сомкнись, черный глаз, вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись, доли лишись. И сохни, и сдохни, по миру пустись, меня не коснись. Сгори, черная зависть. Кто тебя послал, тот тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышла, да тебе же вдышла. Ненависть обратно отправься. Чернота к пославшему направляйся. Иди, иди на камень сойди, под камнем навеки пропади. Верни стрелой обратно, вернись им бедой во 100-кратно. В мешке черный глаз спрятан. Забери, да пославшему обратно отдай, навеки им передай. Да 100 раз сверху добавь, а меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так, да будет так, да будет так. Заклято, 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 истинно. Капайте до конца. Первую свечу. Иди сюда. Дорогие друзья. Нажала. Не туда. Опять эти мрази собрались, да? Да, черный воск. Он сильнее снимает. Положите рядом. Второй берем. Немножко будет вас шатать, но это нормально. Тамара, вы мне указаний не давайте. Хорошо? Начали. Сейчас, секунду. Пускай чуть-чуть капает. Готовьтесь. Начали. Оля Якши и черт-рыцарь придет, покружит, на алтарь сядет. Мне в подмогу поспешит, к моему порогу. Черной ночью черный глаз колю. Воск жгучий на глаз завистливо лью. Черная зависть, ненависть недругов, соберись воедино. Лейся через воск на камень алатырь.
Под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть. Ой, я людское зло. Сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни, глаз злобный, и сохни, завистник. Зачахни и сдохни, злой ненавистник. Черной ночью воск плачет, восковой слезой зависть черная чахнет и сохнет. А завистник и сдохнет. Иди воском и жарься огнем. Иди под камень, алатырь. Сомкнись, черный глаз. Вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись. Доли лишись, и сохни, и сдохни. По миру пустись. Меня не коснись. Сгори, черная зависть. Кто тебя послал, тот тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься. Чернота к пославшему направляйся. Иди, иди на камень сойди. Под камнем навек пропади. Верни стрелой обратно. Вернись им бедой во 100-кратно. Оля якши, черт рыцарь, вот тебе мешок. В мешке черный глаз спрятан. Забери да пославшему обратно отдай. Навеки им передай. Да 100 раз сверху добавь. А меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Заклято. 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 Навеки заклято. Истинно. Докапайте. Не обращайте внимания на этих ублюдков. Они просто пришли, чтобы мешать. Но им никогда не удавалось мешать. Ни тогда, ни сейчас. Продерки тех же дешевок, которые тогда делали. Пусть завидует. Это не зависть, это агония. Это хрип умирающих. Сейчас вас будет кидать в жар или в холод. Это хорошо, это нормально. Но зато знаете, как потом ваши враги, особенно на работе, вы как заметите, что с ними станет, ой, это трындец. Чуть ли не ломают руки, ноги. Такие вещи происходят с ними. Даже люди, о которых вообще вы не думали. И такое бывает. Ну да, пришли товарищи. Третий начнем. Тушите. Тушите свечу, когда уже покапали основное. Да, искры копоть бывает, это нормально. Пойдемте далее. Не обращайте внимания на этих ублюдков. Им специально кидают эту хрень, чтобы на нервы действовать.
Ну как не поймете зачем? Затем, что я лучшая. А за лучшими охотятся. Пойдемте дальше. Стараюсь читать так, чтобы вы повторяли. Оля якши, черт рыцарь придет. Покружит, на алтарь сядет. Мне в подмогу поспешит. К моему порогу. Черной ночью черный глаз колю. Воск жгучий на глаз завистливый лью. Черная зависть, ненависть недругов. Соберись воедино и лейся через воск на камень алатырь. Под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть. Ой, я людское зло. Сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни глаз злобный. Иссохни, завистник. Зачахни и сдохни, злой ненавистник. Черной ночью воск плачет. Восковой слезой зависть черная чахнет и сохнет. А завистник и сдохнет. Иди воском и жарься. Огнем иди под камень алатырь. Сомкнись, черный глаз. В гроб ложись, доли лишись. И сохни, и сдохни. По миру пустись. Меня не коснись. Сгори, черная зависть. Кто тебя послал, тот тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься. Молчать. Молчать. Чернота к пославшему направляйся. Иди, иди, на камень сойди. Под камнем навек пропади. Да 100 раз сверху добавь. А меня от зависти и от черного глаза избавь. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Заклято. Заклято. Навеки истинно. А теперь я хочу вас попросить. Я эфир прерывать не могу, а вы можете. Сфотографируйте каждый свой камень. Отправьте потом Яне. Она сделает клип. Попросим, кто-нибудь из наших парней сделает клип после чисток. У кого какой алтарь, как получается. Вот эти фотографии нескольких ритуалов, которые сегодня проведем, отправьте. Вот после чисток онлайн, какие у вас алтари ради интереса. Покапайте еще. Ну, кто желает, конечно. Видите, какая чернота? Это белый воск. Она сверху капает, абсолютно черная. Ну вот от черной зависти делаем, завистники активизировались. А теперь у вас будет правая рука чесаться. Это видео будет сохранено, потом можете взять, перемотать и сделать. А теперь послушайте меня внимательно. Набирайте потом ролик от черного сглаза. Нет, от черной зависти называется, извиняюсь. Мой ролик.
И там написано, что надо делать, чтобы откупиться. Я, конечно, вам скажу, но если вы хотите понять, если вы забудете, я вам говорю. Значит, от черной зависти. Потом в конце нужно завернуть этот камень в черную материю или старую одежду. Ну, старую майку можно. Отнесите к пруду или к озеру. Это не должна быть вода протекающая, потому что протекающая вода, дорогие друзья, это жизнь, это перемены. А когда вы хотите избавиться от чего-то, вы должны кинуть в воду стоячую. Да. Кидаете в водоем и говорите: утонул глаз черный, да зависть людская им обратно стрелой вернулась. Да будет так. Кидаете 13 монет одинаковых, говорите: откупаюсь, и уходите. Еще раз вам напомню, что если забудете, что надо с этим всем делать, откройте у себя, сохраните, или внизу мы напишем потом. В море тоже можно. Можно море. Море стоящее. Да, можно. Говорите: да перестаньте вы со своей луной, надоели. Значит, ищите ролик. Сейчас вам показываю еще раз. Вот от черной зависти для всех. На моем канале и на других моих каналах. Но здесь просто написано ритуал. На других каналах закрыты все. Значит, находите вот этот ролик. И там внизу есть и ритуал, и описание. Эти слова, что надо говорить, когда относите, то есть полностью. Мы сегодня не делаем новые. На сайте есть, да, на сайте тоже есть. Вот так берете. Вот так. Она очень сильная чистка. Потом на работе люди, которые вам достают, вас достают, или у них в жизни, посмотрите, что творится. Дорогие друзья, если вы хотите понять, как работают мои чистки или мои обратные эти отправления, обратки называются, не люблю я такими, знаете, уличными словами разговаривать. Да, монеты тоже кидать туда, там все написано. Так вот, если вы хотите понять, как работают мои работы, посмотрите на людей, которые сделали гадость, ушли, сделали какие-то каналы, надеясь, что они будут лучше меня и превосходить. И смотрите, как они все потухли. Понимаете? А я сказала, что ладонь будет чесаться. Это нормально. Вы же всю черноту через свою руку, через свое тело передали свече. А она капнула туда. Понимаете, вы с себя сняли вот так вот. Поэтому она будет чесаться. Сейчас закончится. Она даже ощущение, как будто пчела укусила, опухает до такой степени. Значит, если вы хотите, можете сфотографировать это и отправить Яне. Мы сделаем клип из ваших... Мы не напишем, где чей алтарь, это будет долго. А так мы просто объясним. Дорогие друзья, даже если вы делали, делайте с нами в том числе. Потому что у вас легче станет. Вот сейчас вы можете набрать воду, кто еще не успел. Наберите воду в миску. И нужно 2 свечи. Сделайте вместе. Знаете почему? Да вы даже можете видео снять, показать, как вы делали, как вы чувствовали, объясните, мы выложим. Объясню почему. Дело в том, что здесь собранные люди, энергия общая, понимаете? Общая наша энергия, сильная энергия, которую мы вместе делаем, вместе вызываем в одно время эти силы. Иногда бывает, что я человеку говорю: я буду вот, например, во столько делать, вот садитесь во столько и делайте, чтобы у нас сильнее получилось. Потому что если мы вместе это делаем, мы вместе созываем одну и ту же силу, то у нас получается лучше. Свечи, если вы видели, все вместе завернулись сюда. Все, я это сейчас туда отнесу и возьму чашку с водой. Ну, а твари пытаются помешать, Луиза, это нормально. Так, готовьте теперь воду в емкости. Да, можно и зажигать, это не страшно. Если вы зажгли, покапали, уже нормально. Воду подготовьте, я сейчас это отнесу, сама возьму воду. И 2 свечи по сторонам.
Так. Да я жду еще, пока я еще не начала. Спокойно ищите. Так. Так. Второй момент. Очистить тело и разум водой. Это чей-то заказ. Я даже знаю, чей это заказ. Это оттуда. Потом скажу. Не хочу сейчас рекламировать эту шваль наркотическую. Я знаю, кто это. Ее сын там умеет такие спамы делать, она говорила. И вот она сейчас попросила, видимо, его вот эту гадость сделать. Ну а что еще ожидать от панельной шалавы? Господи, ничего удивительного. Все нормально. Не обращайте внимания, они этого не стоят. Ну, от зависти никто никогда не устает. Я же вам объясняла, что зависть это психическая болезнь. Ой, есть одна. Роман, а смысл есть? Она того стоит, слишком много чести для нее. Ей за воровство выкинули из одного места, а теперь в другом месте решила. Господи, аморальное существо, что там с нее брать, этой дурой? Да дам, только... Хорошо, сейчас пока голова занята, не помню, где чего лежит. Так, зажигаем. Эта чистка вам поможет очистить тело и подсознание. Когда у нас подсознание спокойно, то мы, скажем так, завтра можно выкинуть. Конечно, сильный ритуал. Нет, картон можете оставить. Картон это для того, чтобы у вас... Так, теперь послушайте, дорогие друзья, вы когда вот это будете делать, вам может стать немножко нехорошо. То есть у вас будет такое ощущение, как будто вы немножко встали, вышли. За что? За то, что вы люди, как я. И вам тяжело. Не знаю, я сама не знаю. Я же работаю для разумных людей, не для дураков. Итак, доброй ночи. Начали. Это специально делается, чтобы сбить с толку, понимаете? Вдруг кто-нибудь из вас нажмет, например, туда, зайдет, и канал, например, заблокируется или что-нибудь случится. Да, это же порно-сайты. Это, наверное, они очень озабочены, им очень надо. Решили поделиться своей радостью. Пускай. Начнем. Что бы у вас ни случилось, это нормально. Теперь послушайте меня, дорогие друзья. Значит, берете воду. Вот. Да, Яна удаляет, она молодец, сидит, следит. Так что они зря надеются, что у них что-то получится. Голова будет кружиться. Смотрите на воду, отложите в сторону телефон и слушайте меня. Не слушайте, не смотрите на форум, просто меня слушайте, мой голос. Вот так откладывайте, чтобы эффект был. Теперь не пишем ничего, сначала смотрим просто в воду. Она будет у вас вот это все стягивать туда.
Но в отличие от других, я даю свои работы. Да, отсюда, оттуда свистнутую хрень не даю людям. Она блокирует. Не надо ей говорить. Она сама знает и блокирует прекрасно. Все. Начали, дорогие люди. Значит, смотрим на воду. У вас начинает некое такое помутнение рассудка, как будто вас крутит, как будто она вас вот тянет просто вот в эту водную гладь. В какой-то момент вам покажется, что вода поменяет цвет, что-то в этом роде. Итак, начнем. Ничего страшного, опоздали, поставьте со второго раза начнете. Мы будем несколько раз читать. Начали. О водная гладь, водная сила, вечная вода. Нет начала тебе, нет конца. Ты протекаешь сквозь века, сквозь время, сквозь поколения, сквозь свет и тьму. О, сила водная! В тебе сила океанов и рек, подземных и надземных вод, вечная вода. Всей своей силой проникни в мое подсознание, в мое тело, в мое прошлое и настоящее. Я не знаю, почему виснет, у меня нормально. В память поколений. Открой мне скрытые сферы. Через капли свои передай мне силу предков. Силу ушедших поколений. Перемешай мой разум через водное пространство, через водную память. Я передаю воде свою боль. Я забираю силу воды, а через воду создаю связь с предками, с их духами, с богами. Проникни вода в мой разум, в подсознание, в тело и в душу. Забери мою боль, мои страхи и неудачи. Дай мне силу всех сфер через поколения, через пространство заряди меня энергией. Обнови меня, обнови меня, обнови меня, очисти меня, усиль меня. Сила водная я открою через воды, силу потустороннюю, передам ей скверну и заберу силу вечной воды всех поколений, всех сфер и всех сторон света. Да исполнится. Смотрите воду. Вода имеет память, она помнит наших предков.
Вода-проводник. Она протекает через мир мертвых и живых. Вода знает многое о мире мертвых, о потусторонних духах. Она не может нам рассказать, но она может нам передать через информацию, информационные слои. Посмотрите туда. Вас будет туда затягивать. Я еще раз прочитаю. Смотрите в воду, водную гладь. Вода имеет память. Она вас слышит. Сосредоточенно, расслабленно смотрим туда. Вас будет качать. Головокружение. Ощущение, что тянет туда, в эту чашу с водой. Не бойтесь, тут ничего страшного нет. Просто смотрите туда и читайте. То есть повторяйте за мной. О, водная гладь, водная сила, вечная вода. Нет начала тебе, нет конца. Не пишите сейчас, потом напишите. Сосредоточьтесь на ритуале. Ты протекаешь сквозь века, сквозь время. Яна, не удаляй, он плохого не сказал. Он просто хотел объяснить, что ему нехорошо становится, когда видит экран. Ты протекаешь сквозь века, сквозь время, сквозь поколения, сквозь свет и тьму. О, сила водная, в тебе сила океанов и рек, подземных и наземных вод. Вечная вода, всей силой своей проникни в мое подсознание, в мое тело, в мое прошлое и настоящее. О, вечная вода, ты протекаешь сквозь царство мертвых и живых. Проникни, вода, в мой разум, в мое тело. Передай мне, вода, память поколений. Открой мне скрытые сферы через капли свои. Передай мне силу предков, силу ушедших поколений. Перемешай мой разум через водное пространство, через вечную водную память. Я передаю воде свою боль. Я забираю силу воды. А через воду создаю связь с предками, с их духами, с богами. Проникни, вода, в мой разум, в подсознание, в тело и в душу. Забери мою боль, мои страхи и неудачи. Дай мне силу всех сфер, всех поколений. Через пространство заряди меня энергией. Обнови меня. Обнови меня.
обнови меня, очисти меня, усиль меня. Сила водная я открою через воды, силу потустороннюю, передам ей скверну и заберу силу вечной воды всех поколений, всех сфер, всех сторон света. Да исполнится. Посмотрите на воду и повторяйте за мной. О вечная вода, забери с меня всю скверну, открой мои дороги судьбы, усиль мою связь с поколениями, с моими предками, с их душами, с духами, с богами. О вечная вода, дай мне силы преодолеть все трудности, вытяни с меня всю боль, очисти мой разум, обнови мое подсознание, дай мне новую жизнь. Да будет так. Закройте глаза. Посидите немного. Вздохните глубоко. Откройте глаза и на воду не смотрите. Теперь берем эту воду, относим и выливаем. А свечи оставьте догореть. Все, идем выливать. Не смотрите больше туда, она все у вас забрала. Свечи оставляйте просто догореть. Если кому интересно, какую чистку мы сделали, я вам сейчас скажу. Очистите разум и тело водой. Это вот эта чистка. Чего? Нет, в реку бросить нельзя, Инна. Нельзя. Река – это движение жизни. Если ты бросишь камень в движение, значит, оно не потухнет и не пропадет, зависть человеческая. Она будет двигаться, она усилится, активизируется. Вы поймите, когда я говорю не потому, что у меня каприз такой, вот я так хочу, а потому что существуют законы Вселенной и существуют законы магии. Если вы хотите открыть свои дороги, то это река, текучая вода. Мне иногда говорят, а море можно, а можно там, например, значит, сделать, ну, пруд можно вот открывать. Я говорю, нет, это должна быть текучая река или ручеек или река. Почему? Потому что она протекает, потому что это жизнь. Жизнь всегда сравнивали с рекой. Река жизни, говорили. Считалось, что река протекает между живыми и мертвыми. То есть она создает движение жизни. Понимаете, дорогие друзья? Ничего страшного. Две свечи, значит, какую-то часть получилась. А если вам сказано, что надо кинуть камень
воду стоячую, я вам объясняю, потому что вода стоячая, она поглощает болото, то есть нет движения дальше, понимаете? Поэтому можно в океан, океан тоже стоит, он не протекает. Поэтому, если стоячая вода, значит, туда можно этот камень кинуть. Она остановится, то есть людская зависть, ненависть остановится на этом. Здравствуйте. Мне иногда говорят, ну море же, она как бы больше и могущественнее, чем река. Может быть, можно некоторые ритуалы, где река присутствует, сделать море? Нет, нельзя, море стоит. Море могущее, да, она красивее, больше, круче, но море стоит на месте. А движение – это река. Поэтому, когда я вам говорю, я не просто говорю, это не личный каприз, дорогие друзья. Есть законы магии, или сработает, или не сработает. Вот можешь делать так для своего удобства, делай, пожалуйста, но она не сработает. Понимаете теперь? В озеро можно, сказали же, стоячая вода. Зимой говорят, если вот нет озера нигде, если у вас нигде нету озера, если не можете найти, закопайте этот камень. Но он получится процентов на 40. А если кинете в прорубь, она получится лучше. Если некуда девать, закопайте этот камень. Вот и все. Всякое может быть сейчас, об этом сейчас не обсуждаем. Итак, вторая чистка. Значит, показываю. Вот вторая чистка была вот эта. Очистите разум и тело водой. Но закопайте этот камень подальше от своего дома, подальше от своего огорода, в другом месте, в таком месте, где мало людей ходят. Тоже учтите. У себя прям возле дома или в цветнике закапывать нельзя. Вот, первое было от черной зависти. Второе было очистить разум и тело водой. Это второе. Дальше делаем. Теперь, значит, следующее показываем. Одну секунду. Ой. Итак, дорогие друзья, значит, на дым. Здесь в данный момент нужно только дым. Можно в море. Море стоячая вода. Если у вас еще и Каспийское море, тем более. Каспийское море вообще не море, это огромное озеро. Принесли то, чем надо дымить, дорогие друзья. Берем телефоны, встаем и будем со мной делать чистку на дым. Я сейчас делать не буду, кружиться, я просто буду вам говорить. Смотрите. Так, куда я делаю? Так, вы моря, пожалуйста, мне не перечисляйте, это не имеет никакого смысла в данный момент. Сказали можно, значит можно. Какое море, Охотское море это или Северное море, разницы не имеет никакой. Какая разница? Сказала, море можно, все, достаточно. Можно, откройте. Благовоние можно, благовоние или фимиам, или конусовые там, или что хотите. Все, что создает дым. Да, зажигайте. Раньше надо было думать, чем дымить. Потому что раньше я предупредила и сказала. Теперь вам придется в записи это делать. Так, секунду. Может быть всякое. Когда закончим все эти чистки, господи, как надоели. Да любой день можно проводить. Я даю вам уникальные работы, которые можно проводить любой день. Если, конечно, я специально не сказала. Можно 2 штуки. Что, какой еще кусок янтаря? Янтарь здесь при чем? Нет, на янтарь капать нельзя. Янтарь не камень. Нам нужен камень. Можно большую лужу, если эта лужа не высохнет потом.
Можно ладан. Главное, чтобы оно дымилось. Да вот именно, курите, ёпарасоте. Нет у вас этой трубки Сталина подыметь? Вот Сталина на вас не хватает, чтобы он подымел на вас. Достали реально. Как в курятнике. Ку-ку-ку, ко-ко-ко. Дым создаем. Это хорошо. Так. Дорогие друзья, берем ваши трубки Сталина. Нет, лавр нельзя. Ты что за детский сад? Ты еще туалетную бумагу зажги. Лавр можно? Трусы можно. Блять, выводит реально тупостью. Кто не успел, 100 раз сказано, можете сделать в записи, включить и делать. Вам будет намного легче, остановить и будете делать. Но тогда уже не будет этой энергии людей стольких. А сейчас столько 1300 здесь активных, еще сколько тысяч так смотрят. Вся эта энергия соединяется. Встали, берем, босиком распускаем волосы, становимся. Неважно, в какую сторону комнаты, не имеет никакого значения. К двери, не к двери. Просто держите телефон или положите рядом, можете послушать, если вам хорошо слышно. И вы будете поворачиваться на все стороны. Я вам объясню. Повернулись. На любую сторону повернитесь. Вам не нужен компас. Это очень сильная вещь. Она вам дороги откроет. Так. Секунду, сейчас наберу. За человека. Все. Мне ж некогда это вытаскивать с тетради, я так читаю. Значит так. Один раз мы читаем, поворачиваясь на все 4 стороны света. Нет, 4 раза, извиняюсь. Потом ставим на стол, еще 4 раза читаем. Это так в инструкции. А мы сейчас делаем несколько раз всего лишь. Этого достаточно, потому что сейчас я с вами, и это сильнее. Они устали спам кидать, Ян. Ты ключиком их отпиздила, извиняюсь за выражение. Начали. Волшебный ключ, оказывается. Как волшебное перо. Башку им скрутила ключом. Твари дешевые. Фу. Итак. Начали. Встали. Держим благовоние. Ничего не пишем, дорогие люди. Все. Поставили рядом телефон, если хотите, там на какой-нибудь, на что-нибудь, на стул, стол, как хотите. Все, повторяем за мной. Когда надо будет повернуться, я вам скажу. Именем врат вечности и бесконечного хаоса, именем 4 сторон, юга, запада, востока и севера, земли и воды, печатью солнца и печатью луны, первым криком младенца и последним вздохом умирающего, именем светлых легионов и черных когорт, именем богов
верхнего и нижнего мира, именем сил рассоздания и бессмертных демонов, и чашей вселенских весов заклинаю уйти как дым всем злым заклятиям и проклятиям и черным меткам с глазу и зависти, неудачам на дорогах моих. Повернитесь и повторите. Север. Повернитесь на другую сторону. Юг. Повернитесь еще раз. Восток. Повернитесь еще раз. Запад. Уйти моим неудачам, как уходит дым. Уйти, раствориться, как уходит неудержимо дым во Вселенную. Пропасть навечно, как уходит дым. И тем, кто удерживает это заклятие, и черные проклятия возле меня. Уйди, как дым уходит. Неудержимо. Пропади, как дым уходит. Неудержимо. Освободи меня. Да будет так. Заклинаю. Истинно. Теперь садитесь. И еще раз повторим одно и то же. 2 раз достаточно, потому что здесь больше силы. Итак, присели и повторяем. Именем врат вечности и бесконечного хаоса, именем 4 сторон: юга, запада, востока и севера, земли и воды, печатью солнца и печатью луны, первым криком младенца, и последним вздохом умирающего, именем светлых легионов и черных когорт, именем богов верхнего и нижнего мира, именем сил рассоздания и бессмертных демонов, и чашей вселенских весов заклинаю уйти, как дым, всем злым заклятиям и проклятиям и черным меткам с глазу и зависти, неудачам на дорогах моих, уйти, как уходит дым, уйти, раствориться, как уходит неудержимо дым во Вселенную.
пропасть навечно, как уходит дым. И тем, кто удерживает это заклятие, и черное проклятие возле меня. Уйди, как дым уходит неудержимо. Пропади, как дым уходит неудержимо. Освободи меня. Да будет так. Заклинаю. Истинно. Итак, дорогие друзья, оставьте эти свечи догореть. Далее, оставьте истлеть. Откройте потом окно, чтобы дым ушел во Вселенную. Возьмете черную материю или старую майку, которую выкинуть не жалко. Заверните этот пепел, эти свечи и 8 монет. И завтра отнесите под дерево, положите и скажите: откупаюсь. И уходите. У вас 2 откупа завтра. Первый с камнем и второе. Теперь посмотрите. Для того, чтобы подробно знать, вот спасительная чистка на дым. Вот это мы с вами делали. Немного по-другому, поскольку здесь немножко иной случай. Здесь достаточно несколько раз. Сегодня симпровизируем немного. Я давала вам некоторые ритуалы очищения, убрать всякие препятствия на ваших дорогах. Но сейчас сможете взять веник, свой веник, которым подметаете дом, или новый. Ну, он уж не такой уж грязный у вас. Если грязный, давайте под водой чуть-чуть стряхните и подойдите. Я кое-что вам научу сделать. Да, еще сильнее будет ощущение. Потом еще сделаем чистки. Чуть-чуть отдохнем, чтобы тело, душа привыкла. А потом еще сделаем. 8 монет. Я вам еще раз говорю, какие чистки мы сегодня проводили. Потом внизу напишем на всякий случай. Значит, первое. У нас было от черной зависти чистка. Набирайте от черной зависти ведьмина изба. Очистить разум и тело водой. Это вторая чистка. И третья спасительная чистка на дым. Веника нет, потом сделайте. У кого есть, те берем и делаем. Пойдет. Щетка тоже пойдет. Нет веника, возьмите старую вещь, которую выкинуть не жалко, которую потом одевать не будете. И этой вещью будете протирать, как бы сметать. Так, встали. И сметаем, смотрите, вот ваши коленки вот вниз сметаем. Вниз сметаем. Просто чтобы было чем сметать. Это я сейчас импровизирую. Когда нужно будет, я вам отдельно скажу. Осиновый тем более можно сметать. То есть чем-нибудь сметать. Вот ваше колено, вот так грубо показываю, с колен вниз сметать. Итак, вот вниз сметаем себя и говорим: сметаю, может треснуть все, что угодно. Сметаю, сметаю, себя убираю, с себя убираю, что мне на месте держит и идти не дает.
Из красной крови сметаю, из белой кости сметаю, с колен до ступней сметаю, выметаю, убираю. Теперь все преграды очищены, дорога открыта, смело пойду. Заклято. Потом остановите, запишите для себя. Внизу запишем. Это так симпровизировала. Если у вас какая-то работа, дело не получается, вот вы идете, что-то опять там закрыто, не дается, что-то такое, берете веник и делаете этот заговор. Быстренько себя смели и все. Если старую вещь надо будет выкинуть потом, просто выкинуть. Если веник, то просто сметайте, а потом дальше пользуйтесь. Можно специально для этого веник купить, для таких случаев. Но у меня там метла маленькая, ведьмина. Можно с осиновыми этими прутьями смести. Вот не получается, вам должны позвонить, не звонят. Вам вот берете и вот быстренько это сделали за 5 минут, пошли дальше, звонить и узнавать. У вас это препятствие будет открыто. Я как-нибудь еще дам несколько, много я давала, достаточно, в принципе. Но это так скоропомощник, быстренько сделать. Как себя чувствуете, господа? Да, можно обычным веником, которым, не сильно прям трясти на себя, а так просто смести слегка. Когда у вас никак не получается, да, веником можно пользоваться дальше. Спасибо. Теперь, да, будет жарко, холодно. Еще раз скажу вам. Какие ритуалы мы использовали, я уже написала. Можете открыть, посмотреть, если будет нужно. Второй момент. Можете сфотографировать или снять, рассказать, как вы проводили эту чистку, как вы себя чувствовали при этом и так далее. Мы это с радостью поместим, покажем. Но отправьте, наверное, Яне. У нее она соберется, и потом мы попросим из наших ребят сделать маленький клип. Все, дорогие друзья. Сейчас резко вас отпустит. Это все, что горит, все, что есть. Там уже сказано, я уже сказала, 500 раз повторять не буду. Ничего не делать с огарками после воды. Все это собираете на следующий день, завтра относите, оставляете, избавляетесь, и потом вам полегчает еще больше. Постарайтесь сегодня много дел не делать, потому что у вас, не хватит пока столько сил. Пожалуйста. Каждый по-своему будет чувствовать, но эта чистка просто так, бесследно не пройдет, я вас уверяю. И я думаю, что вы это уже знаете и без меня. Всем удачи и всех благ.